В этом ролике я расскажу, как установить виртуальную машину Box на Android и как скачать виртуальный диск, уже готовый, с установленным, например, Windows XP. Ну и как открыть его. Дальше уже, что вы там будете с ним делать, или может быть попробуйте другое что-то делать, скачать другой образ. Это уже дело ваше. Сразу покажу, на каком железе это все делается. Вот такой вот Android. Вот такой вот телефон. Версия Swan Motion Mod. Вначале скажу, где это найти. Открываем браузер. Вот такой сайт. Здесь есть поиск. Понятно, что скачивать файлы надо, зарегистрировавшись на нем. Набираем имя виртуальной машины и в поиске так, это сборник образов. А вот сама тема. Открыть тему. Скачиваем вот эту 2.6.11 версию. Там же, значит, где скачать образ. Так, ладно. Здесь где-то вот здесь в теме есть, значит, 197 страниц, допустим, на сегодняшний день. Надо выбрать 196. Окей. Сообщение 3911. $39.08. Так, и вот тут текстовый вариант. Список образов. И образ вот такой вот. XP Game Edition. Ну, можно сразу по ссылке пройти. Вот Graphic 12. Так. Я вот с Майло скачивал. Совместимость Bosch, да. Так, это вот оно закрывается. Дальше вот эти образы. После того, как скачали, помещаем. Я поместил файлы в папку 1, то есть создал папку, например, 1 в корневой папке и сюда положил. AIDA, Bosch, виртуальная машина, APK 1279 и XP EMG 1,95 гигабайт. Значит, там еще может возникнуть вопросы с корневой папкой. Значит, она корневая папка для пользователя. А на самом деле ее путь вот такой. Внутренний общий накопитель Storage Emulate 0. Вот я ее открываю, и вот она якобы корневая. Этот вместе с системой шел обычный файловый менеджер. Так, тут в настройках можно приложение. Вот он такой, без всяких там лишних движений. То есть сюда мы положили. Вот теперь надо установить и настроить саму виртуальную машину. Установка, ну тут проще простого, в общем-то. Берем, жмакаем на этом файле Bosch APK
установить. И можно сразу открывать, разрешить. Вот. Но это еще машина открыта, но не запущена. Значит, в этих настройках, пока ничего не делать, нажать вверху справа зеленую кнопку старт. Вот сейчас пошел запуск. Вот вышла вот такая таблица. То есть сейчас остановилась и стоит на паузе система. То есть это значит добрый знак. Система пошла. Bosch пошел. Свернул все окна. И вот теперь ее выключать нужно вот отсюда, через шторку. Вот кнопка стоп. Вот теперь она остановилась. Правильную остановку надо делать. Дальше открываем файлы. Шаг вверх. Вот здесь нужно создать еще одну папку. Но я как под цифрой 2 создам. Это нужно для... Она создалась для настройки виртуальной машины. Теперь, значит, возвращаемся в папку 1. Выделяем файл. И идем. Так, вверх. Поскольку мы запустили нормальную машину, значит там должны образоваться папки. Папки виртуальной машины. Нажимаем Android. Дата. Здесь в самый низ откатываемся. И вот в середине видим Bosch. Она одна. Распахиваем ее. Files. И теперь надо положить наш файл рядом с этими папками. То есть я бы рекомендовал не переместить, а скопировать туда. Потому что сейчас пока будет скопировать. Да, вот это сейчас долгий процесс. Пока он идет, я могу рассказать для чего. Значит, в некоторых настройках, там на форуме почитайте, тоже только нужно в каких-то случаях удалить Bosch. Так вот, когда вы удаляете Bosch со смартфона, вот эта вся папка, вот то, что сейчас вот эти вот файлы, вместе с этим они подчищаются. То есть вам придется, если что, потом скачивать опять образ системы с интернета. А так просто переместить. И, кстати, после удаления Bosch я рекомендую вот этих всех файлов нужно перезагрузить смартфон. Потому что, несмотря на то, что файлы удалены, в настройках будут показываться вот в памяти будут показываться, якобы у вас место занято. На самом деле вы уже удалили, и после того, как перезагрузки, кстати, вот скопировался, после перезагрузки снова, если проверите, то у вас памяти покажет больше. То есть по факту они после перезагрузки очищаются. Так, смотрим. Так, в самом низу вот XP и MG 1.95. Все нормально. Возвращаемся в так называемый корень. В принципе, тут можно уже дальше работать. Теперь надо запустить машину. Так, и вот здесь в настройках поставить галочки. Вот эти галочки надо, то есть настройки согласно вот этому вот
настройки Bosch. Вот здесь вот скрин, два скрина моих, они отличаются от шапки. Поэтому нужно так делать. Там в шапке немножко некорректно, иначе может не запуститься. Вот здесь вот там мастер, надо вот так сделать. И вот здесь вот двойку выбрать. Окей. Так, путь прописался. Дальше. А вот здесь, ну, в принципе, надо, наверное, сзади начинать. Здесь выбрать Default. Memory я ставлю. На больших устройствах можно больше ставить. У меня просто ограничена память тут. Storage, put disk, select. Здесь надо выбрать файловый менеджер, уже через него выбрать тот файл. Data. Bosch. Files в самом конце. Ну почему-то происходит такая вот. Да, и все слетело. Так, поставили. Вот с реально слетело, что сейчас должно загрузиться. Ну, загрузку я, наверное, чуть позже сделаю, потому что иначе сейчас файл не запишется видео до конца и слетит.
Паузу сделаю. Запуска машины. Поносить попробуешь.
Ну вот еще покажу на всякий случай, как грузится CD-ROM. То есть помещаем в папку 2, например, вот маленькую крохотную программу Plotboot Manager ISO. Возможно, еще какие-то другие расширения поддерживают это. 544 килобайт, ну, чтобы по-быстрому. В виртуальной машине загрузка CD-ROM. Вот здесь вот галку ставим, здесь тоже меняем на CD-ROM. Выбираем файл, Select. Файлы. Plotboot Manager. Все. Старт. Ну вот пошло. Такая черная заставка и меню всплыло. Все. Корректно выключаем машину, конечно, после этого.